Все объезжать чисто будет. Ну да, раз он не хочет. С самого утра мы шли, догоняя большую сиреневую тучу. Когда мы ее догнали, она оказалась уже не такой большой и, в принципе, не выглядела опасно. Поэтому мы спокойно продолжили свой путь, намереваясь пройти мимо. Внезапно резко потемнело, похолодало, и мы поняли, что не все так просто. В итоге сначала начался дождь, затем снег и даже град. Очень сильно похолодало, ветер начал завывать в вантах. Погода была прям примерзненькая просто. О, ветер пошел. Град. Как думаешь, зарифиться не стоит хотя бы? Что ветер усиливается, град этот странный. Перестань, сейчас все будет нормально. Все нормально, все прошли. Это, послушай, либо дует, либо мочит. Либо град. И самое противное было в том, что когда мы входили в эту точку, она была совершенно маленькая, мне казалось, мы быстро проскочим и дальше пойдем в хорошую солнечную погодку. Но она будто бы зацепилась за нашу мачту и шла вместе с нами часа 2, наверное. Мы не могли избавиться от этого града. Это был самый долгий град в моей жизни. Обычно град, он быстро приходит и уходит. А тут будто бы приклеился к нашей мачте и не хотел никак нас покидать. Этот град все не заканчивался. Мы промокли, замерзли. Но что поделать, выбраться мы действительно из-под него очень долго не могли. Нас обгоняет. Я думаю, она сейчас обгоняет.
все проходит, прошло и это. Тучка рассосалась и отпустила нас в хорошую погоду. На радостях мы решили наконец-то поднять стаксель. Придержать этот конец. Тузик сейчас перележит. Твою ж мать, да ёб твою мать. 5,2, 5,6, 6,2, 6,5, 6,0, 5,4, 5,3, 6,1, 6,5, 5,7, 6,0, 5,9, 6,4. Все, окей. Через жопу у тебя проведены. Мешает. Говори скорость. 6,0, 6,3, 6,0, 5,7, 5,9, 6,0, 6,3. Во! С берега на нас смотрит лодка, но это не важно, да. Она идет в параллельном курсе. 6,3, Я еду. 6,1. Все, едем. Ага. Все. Сейчас мне нужно то же самое сделать, блядь, с другой стороны. Вот Оля сама себе, блядь, геморрой придумала на голову, сама себе, блядь, его и делает. Ну, молодец, блядь. Не было бы счастья, бы несчастье было. Вот сидела, блядь, Что ты меня не гоняешь? сидела бы себе, блядь, кофе пила бы. Дай поворчать, старый человек. Ты меня вообще никак не используешь. Я себя чувствую бесполезным Радость туристом. вообще, а? Нет, чтоб мне сказать. Сама бегать, все сама. Чтоб ты споткнулась об нее, что ли? Потихоньку садилось солнце. Мы определились с местом ночевки и начали выбирать место для входа. Кстати, очень интересно, что узкие какие-то проливы, заливы с воды практически не видны, потому что его берега не сливаются друг с другом, и непонятно, где вход, кажется, ты идешь просто в стену. А когда уже подходишь совсем близко, вообще совсем близко, тебе открывается, что там, оказывается, есть проход. В итоге просто надо верить картам. Действительно, надо верить не глазам, а картам. И, в общем, мы шли в стену, пока почти в нее не уперлись и не попали в этот нужный нам проход. Да, кажется, видно, начинает виднеться лишняя полосочка воды.
я что-то нажала, короче, и что-то... Я свет нажала. Куда ты нажала? Свет. Для ночевки мы выбрали место между двумя островами. Там была большая муринговая стоянка. К ней мы и направились. Тем временем быстро темнело, и мы спешили закрепиться на эту ночь для сна. Значит, план такой. Находим этот маленький каналчик. Если видим прям тот путь, который нам нравится, встаем назад и лазим вперед. Если буя не видим, проходим насквозь канальчик, короче. Вот. И прямо посередине бросаем ленту. Там что-то мигает. Наверх. Мы с нетерпением вглядывались в горизонт, силясь различить долгожданные буи на фоне сумерек. План был в том, что там огромная муринговая стоянка с огромным количеством мурингов, расположенных каждые 50 метров в шахматном порядке, и мы сможем зацепиться за какой-то муринг и ночь там отдохнуть. Но все пошло не так, и я думаю, что стоит рассказать подробнее, потому что по видео не слишком понятно, что там было. Дело в том, что лодка у меня довольно тяжелая, она очень массивная, она 13 тонн весит, и управлять ею не так просто. Она очень инерционная, и ее массивность не позволяет ее остановить вот по щелчку пальцев в любой момент, когда захочется. И совершенно не получалось подвести лодку так, чтобы я могла достать до буя, так, чтобы мы не наехали на буй. То есть мы либо наезжали на буй просто корпусом, либо буй проходил далеко от нас, либо мы проходили мимо буя слишком с большой скоростью, чтобы лодку можно было остановить, зацепившись за буй там, крюком или чем угодно. Просто, это физически невозможно остановить с 13 тонн прущие с помощью крюка. И команда была ловить, я поймала крюком, но так как лодка проходила слишком быстро, крюк просто сломался. Хорошо, что не руки вырвало, потому что мощь была там просто звериная. Я, честно говоря, потом перемотала в голове, что вообще произошло. Я понимаю, что я очень рискнула, конечно, хватаясь за буй, проходя на большую скорость. Видишь буи? Много! Пробую подцепиться! Слушай, лови с правой стороны буй! С левой! С левой! Можешь?
общем, в итоге за буй закрепиться мы не смогли, и я уже там тихонечко начала намекать капитану, что, блин, да ну нафиг, мы уже крюк потеряли, мы сейчас не достанем до этого буя, уже темно совсем, давай, может, якорь. И в итоге капитан, видимо, переосмыслила происходящее, тоже говорит, да, кидай якорь. Я, в смысле, прям здесь кидать якорь? Между буев, я, кстати, не знаю, вот кто шарит, мне что-то казалось, что среди буев якорь кидать как-то неправильно. Может, там можем где-то замотать этот якорь, зацепить, ну, крепежи от этих буев, то есть как-то это мне казалось неправильно. Но команда была бросать якорь, и якорь, собственно, я бросила. Это был такой довольно широкий коридор, и по левую сторону от него было очень много буев. И мне было страшно кидать много цепи, потому что страшно намотаться на какой-то из буев, биться об них там корпусом и так далее. А с другой стороны, мало цепи, не удержишься. Переночевали мы прямо посреди этих буев, не закрепившись к ним, просто на якоре. Мы надеялись, что кто-то из сервиса, кто обслуживает эти буи, подойдет к нам и подаст этот буй, чтобы мы могли за него завязаться. Ну, им же нужны деньги как бы за нашу ночевку на их буях. Но мы звали их, мы кричали там help, help. Никто не пришел, ни за деньгами, ни помочь, ни просто вообще там никого походу не было. Они на нас посмотрели, то есть там были на берегу ребята, которые, видимо, от этой службы, но они сели на лодку и поехали куда-то по своим делам, они даже к нам не подошли. Короче говоря, вот такая вот история. Вот не этот, а вот тот следующий. Вот я прям на него сейчас иду, слышишь? Попробуй веревкой его поймать. Давай, кидай якорь! Отдавай якорь! Отдавай якорь! Да! Сколько ты отдала? Сколько ты отдала? У нас глубина 6. Все, стоим, да? Не стоим мы никуда. Мы не зацепились! В итоге все прошло хорошо, нас не особо крутило ночью, поэтому, в принципе, мы вот как заснули, так и проснулись в том же положении, особо нас там чуть-чуть развернуло только. Вместе с нами ночевало в этом же проходе 2 другие яхты, которые, ну, чартерные, видимо. Но они были по другую сторону этого пролива, и к нам тоже никто не подходил. В общем, мы были совершенно одни на всей этой муринговой стоянке огромной. Видимо, никому мы не помешали, и никто не помешал нам. Хотя ситуация, конечно, была дикая, действительно. Стоим! Стоим! Ну, сейчас лодки приедут, помогут нам. Видишь, где штуки идут? Сейчас мы их попросим нам на нас привязать. Все. Выкидывай, убирай с полу. Или пока полежит. Сигареты. Море нельзя выкидывать. Сигареты. Не, я имел в виду с полу. Не имею в виду вниз. У нас огни включены, топовый у нас включен. Сейчас они поймут, что мы прицепились, и придут сразу нас цеплять, потому что денег-то хочется, за якорь денег не дадут. Я вот про этих боюсь, про эти 2 лодки я боюсь. Что ты говоришь? Про эти 2 лодки я боюсь. Но они же нас видят. Видят. Но они видят, что мы не на море. Как это? Может быть, мы на море? Не видно. Мы посередине муринга. Такие проблемы. Только я не поняла, зацепились мы или не зацепились. Сейчас у нас задний ход. Нет, у нас не нейтраль сейчас. Причем я ее так и не нащупала. Обычно идет щелчок, а потом назад. Щелчка нет.
А на сегодня все. Спасибо вам, мои друзья, за ваши теплые комментарии, за слова поддержки, за то, что ставите лайки, пишите комментарии и просматриваете мои видео. Я очень рада общению с вами. До новых встреч, друзья! Я сажусь монтировать следующие видео.